Я вас приветствую, дорогие друзья, гости канала, подписчики. Сегодня мы сделаем расклад на картах Таро. Расклад будем делать на отношения. Этот расклад пригодится, если вы хотите прояснить для себя взаимоотношения с человеком, любовные, деловые, дружеские, семейные или любые другие. Пока я тасую колоду, задайте мысленно или вслух вопрос: каковы отношения между мной или вопрошающим? То есть назовите свое имя и человеком по имени, и назовите имя человека, отношения с которым хотелось бы рассмотреть с помощью карт Таро. Итак, назвали свое имя и имя того, на кого вы хотите сделать расклад. Первая карта нам расскажет то, что объединяет вас или вопрошающего, человека, который вас интересует, и состояние ваших взаимоотношений. Вторая карта покажет мысли объекта гадания о взаимоотношениях с вами. То есть мысли того человека, на кого вы гадаете, на взаимоотношения с вами. Третья карта покажет чувства, которые испытывает объект вашего интереса по отношению к вам, его сердечные переживания. Четвертая карта покажет то, как этот человек выглядит в ваших глазах, либо в глазах окружения. Следующая, пятая карта покажет то, как вы выглядите в глазах того человека, либо в глазах окружения. У нас будет пятая карта. Шестая карта расскажет нам о ваших истинных чувствах по отношению к этому человеку. Седьмая карта покажет ваши сокровенные мысли об этом человеке. Итак, левая колонка мысли и чувства вопрошающего, то бишь вас, и правая колонка мысли и чувства другого человека, того, на кого вы гадаете. Итак, смотрим. Первая карта. Что же вас объединяет? Что же вас объединяет, показала. У нас карта идет семерка жезлов. Вторая карта мысли объекта гадания о взаимоотношениях с вами. Мысли туз мечей. Третья карта чувства, которые испытывает объект вашего интереса по отношению к вам, его сердечные переживания. Очень хорошо. Чувства, которые испытывает объект, то есть то, как этот человек, на которого вы гадаете, выглядит в ваших глазах, либо в глазах окружения, если вы смотрите на, скажем так, на деловые отношения. И смотрим, карта 5 у нас покажет то, как вы выглядите в глазах окружения. Король мечей у нас выпадает, ваши истинные чувства по отношению к этому человеку, уже я вижу. И последняя карта у нас идет четверка монет, ваши сокровенные мысли об этом человеке. Ну, что вас объединяет? Что вас объединяет? То есть с этим человеком, то есть вы, возможно, сдерживаете себя каждый, чтобы не вступить в конфронтацию. Данная карта намекает на то, что вам необходимо взять ситуацию под контроль.
Вы видите, человек на краю скалы, кажется, защищает свою территорию. Он стоит в оборонительной позе, держа в руках длинный посох. Длинный посох, демонстрируя готовность вступить в битву, либо отразить нападение. На нем странные ботинки, что указывает на отсутствие сбалансированности в его мыслях. Он переступает через узкий ручей, и поскольку вода является символом эмоций, возможно, надеется, что проблему унесет течением, и ему не придется ее решать. Его окружает голубой цвет, что символизирует общение. То есть, возможно, вы оба сдерживаете себя с этим человеком, чтобы не вступить в конфронтацию. Но совет карт, то есть вам необходимо взять ситуацию под контроль. И у кого, в общем-то, резонирует данная позиция, значит, как карта-сигнификатор, то смотрите дальше. У кого не резонирует, то смотрите другие видео, которых достаточно на моем канале. Так, и смотрим следующую карту. Мысли объекта гадания о взаимоотношениях с вами, то есть мысли того человека, на кого мы гадаем, на кого вы гадаете, о взаимоотношениях с вами. И у нас выпадает карта туз мечей. Так, ну что можно сказать о мыслях объекта гадания, то есть того человека, на кого вы гадаете, о взаимоотношениях с вами. И у нас выпадает такая вот карта туз мечей. Ну, в общем-то, эта карта символизирует победу, прорыв и ясное видение. Она у нас выпадает в прямом положении. Ну, вообще, мечи олицетворяют конфликты, споры, поэтому человек, на которого вы гадаете, должен убедиться, что ваши планы по продвижению любых проектов составлены четко и ясно. Если в их реализации вовлечены другие люди, важно, чтобы каждый из них точно знал свою роль в общем процессе. Если вы предвидите какие-то трудности, удостоверьтесь, что располагаете всеми необходимыми средствами, чтобы преодолеть возможные препятствия. Итак, ну, в общем-то, можно посмотреть, если рассмотреть эту карту, можно увидеть, что из облака возникает рука, которая держит меч, воздетый вверх. На острие меча корона и венок, который символизирует победу. Под ним беспощадный холмистый пейзаж. Тузы всегда обозначают возможность нового начала. Туз мечей говорит о том, что идеи и планы, которые вынашивает этот человек, вполне реальны. Пришло время покончить с иллюзиями, потому что важный прорыв уже случился или вот-вот случится. Вероятно, в его голове много идей, и он размышляет о том, как лучше приступить к их воплощению. Туз мечей означает момент озарения, когда все вокруг встает на свои места. Поскольку эта первая карта масти, этот человек пока находится на стадии замыслов. И все же туз дает ощущение, что его планы имеют все шансы воплотиться в жизнь. Мечи олицетворяют конфликты, споры, как я уже говорила. И поэтому, конечно же, его планы имеются по продвижению взаимоотношений, если вы загадали на любовные отношения, либо если вы загадали на финансовые моменты, то продвижение каких-то любых проектов уже составлены четко и ясно, по его мнению. То есть достаточно активная карта, которая обозначает победу, прорыв и ясное видение.
Итак, мы посмотрели первую карту, то, что вас объединяет, вторую карту мысли объекта гадания о взаимоотношениях с вами. И следующая карта у нас выпадает, карта номер 3, чувства, которые испытывает объект вашего интереса по отношению к вам, его сердечные переживания. Очень позитивная карта. Здесь вы видите, эта карта, ключевые понятия данной карты – это торжество, гармония, доминирование. Вы видите изображение 4 посохов, которые удерживают цветущий венок, под которым в праздничной атмосфере танцуют 2 человека. За ними виден замок, где состоялось торжество. Это карта веселья, и она может иметь отношение к радостным семейным событиям, связанным с возможной свадьбой, юбилеем или днем рождения. То есть с любым поводом для праздника, когда члены семьи и друзья собираются вместе. Это одна из самых позитивных карт в колоде Таро, которая часто выпадает по окончании напряженного жизненного этапа. Она подразумевает, что сейчас вы вступаете в новую счастливую фазу жизни и можете предвкушать будущие радостные события, включая достижение ваших целей. Если вы занимаетесь реализацией проекта в деловой сфере, то сейчас приближаетесь к его завершению и вскоре приступите к новому делу. Но мы не всегда знаем, что изменит ход нашей жизни в благополучную сторону. Но 4 посохов является предзнаменованием того факта, что это скоро случится. Если ваша жизнь была безрадостной, вы ощутите в себе силы, чтобы это изменить. По этой карте можно сказать, что возможно самые разные сюрпризы. Вы ожидаете счастливые неожиданности, потому что вас ожидает поворот к лучшему. То есть достаточно позитивное мнение у вас у человека, на которого вы смотрите. Следующая карта номер 4. У нас выпадает королева жезлов. То есть это то, как этот человек выглядит в ваших глазах, либо в глазах окружения. В ваших глазах этот человек достаточно энергичный, обладает энтузиазмом и независимостью. Вы видите, что на карте изображена королева посохов, которая восседает на своем троне, держа в одной руке жезл, а в другой подсолнух. И у ее ног устроилась черная кошка, как символ магии. Что можно сказать? Вы считаете, что этот человек окружен атмосферой уверенностью и готов завоевать весь мир. Если вы мечтаете о продвижении по службе, сейчас самое время выйти на передний план, поскольку энергии у вас хоть отбавляй. И это делает вас очень притягательной для окружающих. Возможно, этот человек задумывается о новых жизненных задачах. Ему следует двигаться в этом направлении без тени сомнения. Бездеятельность неуместна в нынешнем положении. И было бы очень кстати присоединиться к какому-либо обществу. Хотя, вероятно, все закончится тем, что он, в общем-то, обладает руководящими такими способностями. И для него настал подходящий момент, чтобы вырваться из своей зоны комфорта и показать миру, чего он стоит. Для него сейчас актуально желание бросить привычную колею, стать лидером и покорить высокие вершины.
Он очень решителен по своей натуре, и ничто не помешает ему добиваться всего, что он захочет. И как только он определится со своими желаниями, он может сдвинуть горы, чтобы их осуществить. Если в его окружении есть люди, которые нуждаются в поддержке, он может либо обладает всей необходимой силой и личными качествами, чтобы им помочь. То есть он может быть щедрым, другом и вселять уверенность в других людей, заставляя их поверить в свои силы и стремиться к своим мечтам. Вот такая карта у нас выпала в позиции номер 4. То есть то, как этот человек выглядит либо в ваших глазах, либо в глазах окружения. Теперь посмотрим пятую карту. Карта выпадает карта умеренность. Это показывает карта то, как вы выглядите в глазах этого человека. По карте умеренность вам присуще, по мнению, в общем-то, этого человека, вам присуще равновесие, терпение, исцеление. Вы видите здесь у нас изображение архангела Михаила, который стоит на берегу озера, слегка окунув ступню в воду. Он держит 2 кубка, переливая воду из одного в другой. Вокруг цветущий пейзаж, а вдалеке восходит солнце. По карте умеренность вы привносите равновесие и гармонию в любую ситуацию, по мнению этого человека, которая требует решения. Также вы не можете определиться, в каком направлении идти, и склонны слишком долго колебаться, взвешивая все «за» и «против» перед тем, как выбрать образ действия. Вас могут занимать новые идеи и пути воплощения их в реальность. Так что вы не торопитесь принимать сразу решения, и вам есть о чем подумать. И, может быть, нужно просто окунуть уже палец в воду, прежде чем нырять с головой. Если у вас есть возможность сначала попробовать воду, то настоятельно рекомендуется приступить именно так. Терпение – это добродетель, но не тяните слишком долго с принятием решения. Одни размышления и отсутствие действий только отсрочат желаемый результат. По умеренности оптимистический настрой, можно сказать, по этой карте. Также с ее энергией приходят жизненные уроки. Возможно, вы многое пережили в прошлом, но многое и приобрели как личность. А уверенность, окрепшая в борьбе с обстоятельствами, сейчас дает вам силу, чтобы справиться почти со всем. В данный период жизни вам свойственна мягкая, спокойная уверенность. Какой бы вариант действий вы не выбрали, прислушивайтесь к тому, что подсказывает вам интуиция. И часто на карте умеренности изображается архангел Михаил, который является архангелом-защитником. То есть проблемы, если у вас были раньше проблемы со здоровьем, сейчас вы уже идете на поправку или успешно справляетесь с болезнью. Вы должны уделить должное внимание, так как были слишком заняты в последнее время, помогая окружающим и игнорируя свои собственные потребности. У вас большое доброе сердце, но сейчас пора восстановить равновесие и проявить заботу о себе. Вам необходим период исцеления, чтобы снова наладить контакт с самим собой и окружающим миром. Попробуйте поставить себя на первое место в вашем списке важных персон и научитесь говорить «нет» тем, кто пользуется вашей добротой и отзывчивостью. По аффирмации этой карты можно сказать: я могу привнести гармонию в любую ситуацию. У меня есть все необходимое для достижения моей цели. То есть
по этой карте можно сказать, что вы достаточно такая спокойная натура, которая обладает терпением, равновесием, исцеляющими какими-то спокойствием, качествами. Теперь давайте рассмотрим шестую карту, то есть ваши истинные чувства по отношению к этому человеку. И обратите внимание, у нас выпадает карта Король мечей. Ключевые понятия данной карты — это интеллект, правда и честность. То есть вы считаете, что пришло время прорваться сквозь пелену иллюзий и рассмотреть любые нерешенные вопросы честно и открыто. Сейчас вы можете действовать смело, поскольку правда на вашей стороне. Чтобы справиться с неприятными задачами, вам лучше всего сохранять холодность рассудка и не позволять эмоциям взять верх над логикой. Возможно, вам понадобится совет какого-либо эксперта, чтобы довести дело до конца. Если так, то здесь у нас выпадает Король мечей, может быть очень полезен. Если вам нужен какой-то юридический совет, то есть этот человек может оказать вам необходимое положительное влияние, чтобы решить вопрос в вашу пользу. Также вам нужно помнить, что данная карта может быть очень убедительна и умеет очаровывать. Его язык помогает найти выход из любой ситуации. Так, и здесь у нас идет ваши истинные чувства по отношению к этому человеку. То есть вы считаете, что этот человек вас может очаровать и может быть убедителен. Также он может найти выход из любой ситуации. Также он является участником событий, которые могут привести к конфликту. Но при этом этот человек может все взвешенно и аргументированно выходить из любой ситуации. Также вы очень уважительно относитесь к этому человеку. Считаете, что он тоже должен, конечно же, уважительно относиться и обращаться за советом. Тем не менее, вы должны быть готовы отстоять свое мнение. В общем-то, ваше мнение об этом человеке, вернее, ваши чувства по отношению к этому человеку достаточно позитивные, сильные. И считаете, что этому человеку присущи интеллект, правда и честность. И в завершение у нас мы рассматриваем седьмую карту, то есть ваши сокровенные мысли об этом человеке. Ваши сокровенные мысли об этом человеке. У нас выпадает карта четверка монет, четверка пентаклей. Ключевыми понятиями данной карты у нас является подлость, недальновидность, накопительство. Вы видите, что человек сидит на скамье в окружении 4 монет. Он держит одну монету в руке, одну пытается удержать на голове, а еще 2 прижимает каждой ступней. Думаю, видно прекрасно, да? Эта карта означает излишнюю привязанность к деньгам, то есть вы так считаете, в глубине души. Также
То есть излишне щепетильно относится к финансовым вопросам этот человек по вашему, скажем так, воззрению. Но также эта карта может указывать на ограниченность в эмоциях или в мыслях. Ну, в общем-то, карта обозначает человека, который либо склонен все контролировать, либо неохотно делится своими благами с окружающими. То есть при этом, по вашему мнению, вы считаете, что он не делится секретами или идеями с людьми, которые не заслуживают его внимания. Окружающим может казаться, что он утаивает свои карты. Это иногда заставляет думать о нем как о злом и скупом человеке. И вы считаете в глубине души, что, возможно, пришло время немного ему ослабить хватку и показать другую сторону его натуры. Ну, конечно же, в жизни бывают периоды в жизни, когда необходимо экономить деньги и скрывать планы. Но все-таки, по вашему мнению, ему не стоит перегибать палку в этом отношении. Эта карта, в общем-то, говорит о человеке расчетливом, по возможности способным откладывать некоторую сумму денег каждый месяц, особенно если в прошлом он сталкивался с финансовыми затруднениями. Ну, в общем-то, вы в глубине души считаете, что пришло время изменить свое отношение к деньгам и отдавать ему, и ему все вернется. Ну, вот такие, в общем-то, карты выпали по сегодняшнему раскладу на отношения. То есть мы прояснили для себя взаимоотношения с человеком, будь то какие вы загадали, либо это любовные, деловые, дружеские, семейные или любые другие. И на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего вам доброго.